штука в том, что, допустим, вот это здание, да, то есть мы его даже на синематике, да, видим только с этой стороны, то есть вот создана только его часть. Да, то есть вот есть условные, да, вот эти вот блоки модульные, там окна и так далее. Но если была бы возможность зайти вот сюда, да, то задней части дома, всей задней части дома нет. Она просто отсутствует. Вот. Так же, как и вот этого дома, допустим, да, здесь только вот эти вот передние панельки, да, то есть все, что сзади, мы с вами не видим, и, естественно, движок это не отрисовывает, и смысла никакого это отрисовывать нет, потому что игрок туда не попадет. Вот. То есть это такие штуки, которые используются всегда, всеми, да, и это все в угоду оптимизации. А бывает такое, что ты изначально рисуешь со всех сторон, а потом специально нарочно их убираешь, да, как бы, чтобы была моделька полная, а потом, если что, для оптимизации, потом удаляешь. Да, 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 естественно. То есть, когда пропсовик делает какой-то из пропсов, естественно, он его моделирует со всех сторон, Мгм. да, и только после того, как уже ну, если говорить про полный пайплайн разработки, да, из high-poly модели, то есть, в которой очень-очень много полигонов, делается ее ретопология, ретоп, да, и делается mid-poly или low-poly моделька, а вот там уже продумывается, то есть какие из граней видны, какие не видны, как правильно там разрезать ее, да, на холсте, где как правильно делать ее развертку и так далее. Мгм. Просто не грузить терминами, да. Ну, то есть, да, конечно, сначала делается все в едином, как бы в целиком, да, а потом уже идет оптимизация, да. И в том числе и на текстурах это делается также. Понял. А мы с тобой обсудили, какие инструменты используются. Вот ты уже упоминал Blender. Вторая штука, это которая, которая для текстур, как она называется? На M. Да, про Substance Painter, да, сейчас давайте я тоже быстренько покажу. Это отдельный софт, который используется для того, чтобы делать текстуры. И вот на примере лифта, например, как раз этого проекта, который я сейчас демонстрировал. То есть вот здесь у нас как раз вот все, что мы видим, да, это собрано и сделано в Substance Painter. Да, Мгм. то есть это отдельный софт, который мы используем для текстурирования всего абсолютно. И как раз вот, ну, в данном конкретном случае это уникальные текстуры, да, то есть это не тайловые текстуры, которые там много раз повторяются, да, только Ага. на частях, на некоторых, например, типа дверей, да, и самих стен. Это тайловые Детализация текстуры. Все. потрясающая, да, со всеми надписями, со всем, ну Да, вообще. да, это, наверное, потом можно будет немножко заблюрить. Да Но тут ладно, прям максимальный красиво. реализм, да. Вот, ну, такая задача была. Ага. Вот, то есть это делается все в определенном отдельном софте, в том числе и эмиссия, да, то есть вот это вот свечение, да, скажем. Вот. И потом все это уже импортируется в движок, и, собственно, в движке настраивается, чтобы это все выглядело именно так. Вот, и уже добавляются какие-то дополнительные там детали, да, и так далее, и так далее. Для меня Вот, то знаешь, есть что это тоже мистика? отдельный Для софт. меня мистика, что все эти форматы вместе совместимы или близко к совместимым, да, то есть ты берешь одну утилиту, делаешь пропс изначально, потом делаешь текстурирование, и все как бы с одной в другую утилиту это перетекает. И еще и про Да, плагины не говорили, там, я так понимаю, с плагинами еще история. это тоже, да, это тоже отдельная история. На самом деле, это очень круто, потому что, ну, давно всем 3D-сообществом, ну, неким образом унифицировано вот весь вот этот пайплайн разработки, да, и фактически форматов-то не так много, да, которые используются в всех движках без исключения, да. И обычно из всего софта, то есть есть возможность из всего софта выгрузить абсолютно любое, да, в любом совершенно там и разрешении в том числе, да, и в любом формате, Мгм. любую из моделей, чтобы потом можно было это и текстурировать, и анимировать, и так далее, да, и достаточно ограниченный формат. Это первое. И второе, когда, ну, собственно, мы все идем в ногу с технологиями, да, и когда было принято решение о том, что все переходят на модель PBR, да, это physical-based rendering, то есть это, ну, максимально
точная передача физики света и цвета. Мгм. Для этого используется там определенный набор карт, да, в которых там всегда есть карта нормали, всегда есть карта Рафнеса, и еще там небольшой перечень этих карт. Все они делаются и создаются в 2D, да, и потом там специальными технологиями переносятся, да, то есть в самом, скажем, движке, да, ну и в том, собственно, и в пакете моделирования используются разные совершенно технологии, которые, накладывая эти 2D-шные картинки, да, и текстуры, проецируют это на 3D-модель, и получается, собственно, 3D-моделька. Вот. Но до там, определенного момента времени PBR не существовало, да, и использовался другой формат работы, не PBR, использовался там diffuse и так далее, ну, чтобы не грузить. В общем, на самом деле очень интересно и круто развивается вся индустрия, и то, что мы видим сейчас, да, ну, если говорить про там какой-то реализм, да, а не campaign, потому что сейчас, естественно, есть художники, которые рисуют текстуры вручную, и это отдельное направление campaign текстуринга. И это, например, в Warcraft видим, да, то есть это такие стилизованные максимально текстуры, вот, и это рисуется, ну, по большому счету, вручную очень многие вещи. Вот, и там PBR используется очень редко. Вот, Слушай, поэтому хотел спросить, да, а ты не играл в детстве в такую игрушку, которая называется Neverhood? Не верь в худо. Новохуд нет, нет, Сейчас, нет, нет. я сейчас тебе покажу, и ты обалдеешь. Вот этот дизайн был сделан в 95-м году, и просто вот, ну, чтобы ты понимал, просто хотел такое лирическое небольшое отступление. Так, Давай, да, интересно. share. А, ну вот, собственно говоря. Видно, да? Да, мгм. Смотри, эта игра, сделанная полностью из пластилина, грубо говоря. Они потом это все снимали, записывали. Там потрясающая Ага. анимация, и все сделано. Ты когда играешь, просто обалдеешь. То есть это все из пластилина люди слепили, потом сняли, потом как-то это все в движок, естественно, у них какой-то свой был. И это все персонаж как бы и как будто пластилиновый герой. И вот я поражался, что вот ты как раз рассказывал, что можно по-разному нарисовать и прочее, а можно вообще слепить, грубо говоря, сделать из пластилина. И все рычажки, вот эти все, это вообще все, грубо говоря, было сделано именно вживую. Все вот эти текстуры. Да, собственно, это сначала, то есть для того, чтобы сделать, ну, какой-то синематик, да, к примеру, Мгм. то в любом случае все это сначала рисуется, да, то есть для того, чтобы там, ну, тогда, давно это все сделать, да, приходилось и лепить это в том числе, да, и потом рисовать, и потом в каком-то, ну, неким образом там собранном движке, скорее всего, это был даже не движок, это просто был какой-то пакет 3D-шный, да, Мгм, где мгм. это все просто по секвенциям собирали, по кусочкам, Ну да. да, как раньше делали. Это бродилка, ходилка, это не шутер, ничего такое, там все четко, линейно, и да. Да, 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 да. То есть на самом деле, ну, естественно, все идет вперед, да, и Мгм. все технологии идут вперед. Вот, но до сих пор сейчас даже в крупнейших проектах, да, уж тем более там, не говоря про Warcraft какой-нибудь, используются campaign-текстуры, и это очень круто выглядит. Вот. А, допустим, если говорить про реализм, да, и в частности про вот environment артиста, да, то мы используем это к вопросу об инструментах, да, которые мы юзаем в работе. Это, допустим, тоже отдельные направления, которые, допустим, ну, то есть, которые используются для того, чтобы делать что-то определенное. Допустим, ландшафт, да. Мгм. То есть сейчас давайте тоже продемонстрируем. То есть есть такой софт, который называется GEA, да, и используется он в том числе и для производства кино и фильмов и так далее. Это там, где мы создаем прям полноценный мир, да, то есть, ну вот в этом примере это карта 1024 на 1024 разрешением. Она, ну, достаточно большая. Мы потом с вами перейдем в движок, я покажу, насколько на самом деле она большая. То есть здесь все процедурно генерируется, да, и создается художником тоже процедурно, да. При этом каждый из этих блоков смешивается друг с другом, да, то есть, ну, некий плейн, да, потом с какими-то небольшими уступами, да, и там небольшими там полуканьончиками смешивается в такую, да, потом добавляется эрозия почвы и камней,
Вот. Дальше не там какая-то часть каких-то селей, да, которые там в течение времени появляются, да, и дальше это все смешивается в там, полноценную карту и выгружается уже непосредственно по слоям в движок, да, и получается вот, что мы с вами увидим, да. То есть Мгм. это такая небольшая сцена, которую я для вас подготовил. Здесь уже А это вот она и есть, реализован. да? Это она и есть, ничего себе. Да, да. То Ага. есть это как раз та карта, которую мы с вами сейчас видели. То есть давайте сейчас вот так сделаем, чтобы вы посмотрели, насколько она на самом деле большая. То есть, ну, понятно, что когда мы с вами отдаляемся, да, естественно, здесь материалы все еще недонастроены, да, поэтому мы видим там некий тайлинг, да, но это все настраивается, вот, и technical artist обычно это собирается, либо environment artist собирается. Но сейчас я хотел вам показать просто размеры, да, то есть вот это все, это карта 1000 на 1000, да, и при этом, если мы с вами, ну, запустим саму игру, и посмотрим, как это выглядит, да, то есть персонаж на самом-то деле вот, то есть можно представить, насколько большая даже вот эта карта, вот. Мгм. При этом, ну вот здесь конкретно вся растительность процедурно сделана, да, то есть она специально выгружая вот эти слои как раз в ну, GEA, да, в самом движке потом собирается и можно делать, ну, процедурно генерировать эту растительность. Не совсем процедурно, да, то есть она автоматически там появляется, а можно и процедурно это все делать. Особенно в последнее время появились очень крутые вещи, там типа PCG и так далее, вот, которые позволяют в реальном времени генерировать все эти вещи. Вот, при этом, ну, сейчас у вас, наверное, это подключивает, да, потому что Притормаживает, все-таки да. Мгм. трансляция. Вот, но у меня это сейчас с 60 FPS, и при этом, то есть это километр, да, километр на километр. Вот, поэтому это такие достаточно простейшие вещи, которые, ну, environment artists собирают, собственно, да, и получается вот то, что мы с вами видели вот на примере вот этой работы, да, то есть когда у нас есть прям целая локация, да, и когда из этих локаций создает прям вот целый мир, Мгм. да, то это, ну, достаточно круто, на мой взгляд, да, то есть это как раз мы сейчас с вами рассмотрели, чем занимается, начиная от пропсовика, заканчивая environment артистом, да, Мгм. ну, скажем так, мидла, да, мид уровня. Вот, потому что здесь, ну, для того, чтобы полноценно собрать всю, да, эту картинку и всю эту локацию, обычно собираются и материалы, да, то есть то, что делает technical artist. Вот, это в самом движке собираются эти все материалы. Я даже вам сейчас покажу. То есть на самом деле все, ну, научиться можно всему, да, Мгм. вот. Но вопрос, чему конкретно вы хотите учиться, да, потому что если вы хотите там делать полноценные миры, да, то это, естественно, там только environment artist, да, то есть вот таким вот образом это выглядит, да, это вот как раз собранный материал, да, ландшафта. Но в данном конкретном Ты случае показываешь сейчас как раз-таки блюпринты или нет, или что это? это ноды, это не совсем блюпринты, блюпринты тоже покажу. Мгм. Вот, но это, допустим, как собирается вот этот вот автоматический материал э, ландскейпа, да, то есть всего ландшафта. Вот, при этом здесь используется очень, очень большое количество разных функций, вот, функции под функции, да, то есть мы можем в них проваливаться и смотреть там до самого начала, да, с чего они создаются, Мгм. да, и как они работают. И таким образом как раз выглядит нодная структура, да, то есть, ну, фактически блюпринты тоже выглядят примерно так же, и само программирование блюпринтами тоже выглядит примерно так же. Вот. Ну, давайте там на примере какого-нибудь блюпринта сейчас что-нибудь сделаем. Вот мы берем blueprint класс, там их очень тоже много разных, ну, на примере базового актора какого-нибудь. Вот. И как раз то, о чем я рассказывал, прошу прощения, сейчас загрузится, Ага. да, то есть в самом блюпринте у нас есть construction script, так называемый.
Вот, и как раз вот здесь вот мы с вами можем делать, ну, условное программирование, да, то есть такое прототипирование, да, то есть можем сделать какую-то какую-то переменную, Переменную. да, там Ага. задать какой-нибудь интеджер, да, сразу же ее сюда вытащить, да, и либо получить значение, да, либо принять какое-то значение. И дальше там различным количеством, очень-очень большого количества блюпринтов, вот, можем там реализовывать какую-нибудь логику. Вот. Ну, допустим, там, ну, давайте что-нибудь, такой пример привести. Ну, допустим, multiply, да. То есть мы можем, вот, допустим, в этой переменной задать, допустим, там 15, да. И здесь, ну, сейчас она не подключится напрямую к multiply. Ну, то есть здесь смысл в том, что вот в этом блоке, да, в construction script, мы можем с вами собирать, собственно, какую-то логику, да, этого блюпринта, допустим, открытие ящика. Вот. И дальше в event-графе вот здесь вот, ну, здесь у нас ничего нету, потому что, да, блюпринт пустой. Но если брать, допустим, блюпринт какого-нибудь там, человека, да, давайте вот сейчас сюда дойдем, то есть здесь вот, да, вот какая-то собрана логика. То есть также на construction скрипте, да, но конкретно здесь это все, что связано с posing, да, то есть это ридинг и анимация персонажа, да, то есть как у него двигаются ноги, как двигаются руки, торс там и так далее. Вот, то есть это вот собранная логика персонажа таким образом, чтобы когда он шел, да, а не просто вот как бы обычной болванкой, да, куда-то перемещался. Вот. При этом здесь же есть ивент-графы, да, то есть это как раз то самое прототипирование, про которое я говорил, блюпринтами. То есть вот все, что вы здесь видите, фактически это строки кода, да, то есть здесь они просто собраны в виде ну, неких нод, да, Мгм. и если этот проект открыть в том же там, Visual Studio, например, да, то каждый из этих блюпринтов будет содержать какой-то определенной строки кода. То есть он как Вот. бы это все пишет код за тебя, а ты потом можешь уже и код трансформировать. Не то, что это где-то Абсолютно отдельно, верно. да? М, Абсолютно верно. Вот, то мгм. есть как раз вот таким образом и реализуются какие-то механики. И вообще, в принципе, все механики во всех играх, ну, в частности, вот если говорить про движок Unreal Engine, реализуются здесь. Да? То есть это ивент-графы и construction скрипты всевозможные, всех механик. Крутяк. Вот. Да, и получается вот такая вот прекрасная картинка. Кстати, оно все сразу в Вот. память закачивает, или оно как бы сегментами там, вот ты прошел, оно там загрузило, прошел, загрузило. В старых играх, помню, постоянно эти экраны загрузки, там после каждого Это как уровня там раз прогружалось. Да, это как раз лоды, те самые, про которые я говорил. Они, естественно, в Unreal остались до сих пор. Да, то есть если мы с вами выберем какой-то из там ассетов, да, ну вот на примере вот этой колонны, Мгм. то если зайти в сами настройки этой колонны, да, то мы с вами видим, что здесь есть отдельный блок, который так и называется load, да, то есть М. level of details. А, Но при этом то есть сейчас он автоматически, да, то есть его можно кастомизировать и дальше в лодах прописывать каждый, то есть с самого начала, да, с нулевого, до там, первого, второго, третьего, четвертого, пятого и так далее. И каждый из них, собственно, настроить, да, то есть как они будут отображаться в зависимости от расстояния, на котором игрок от него находится. Вот. Но при этом, то есть, опять же, можно предустановки выбрать, да, то есть в самом Unreal они уже есть. Там, это большой пропс, да, это маленький пропс, это вообще растительность какая-то, да, или это какая-то архитектура, да, и на основании того, что вы выберете, эти лоды автоматически подгрузятся. Вот, то есть, допустим, вот выбираем Large Blob, вот, он подгружается, и, соответственно, вот он выбрал три разных формата, то есть три разных позиции этих лот. То есть если мы сейчас начнем отдаляться с вами, м. то он в каком-то, ну, на каком-то расстоянии от этого объекта он будет уменьшать или увеличивать количество этих трисов. Вот. Но это, скажем так, устаревшая технология, да, и сейчас вот я ну, туда-обратно
придвигался и отодвигался от него, и мы с вами ничего не видели. Это все потому, что включен Nanite как раз, тот самый, про который я рассказал. То есть это как раз новая технология в Unreal, ну, условно новая, вот, которая сейчас реализовывается, да, и она программно пересчитывает все вот эти вот трисы, да, то есть треугольнички отрисованные, вот, и это очень крутая вещь, да, которая очень сильно экономит, собственно, сами Ресурсы. ресурсы любой Мгм. машины. Ну, то Вот. есть, И все грубо это говоря, это еще остается. зависит от того, насколько у тебя компьютер сможет отрисовать то или иное, потому что есть объекты, допустим, наверное, приоритетные, а есть второстепенные, да, и там движок должен, в зависимости от твоих ресурсов системных, понимать, что рисовать сейчас, а что стоит, допустим, вообще, допустим, не показывать, потому что это как бы Конечно, комп не конечно. потянет. Более того, даже на примере, допустим, материала landscape, да, это тоже можно продемонстрировать. Давайте сейчас мы с вами в него провалимся. И в настройках самого материала, ну, вот не вдаваясь здесь в подробности, да, конкретно вот в этом материале собранном, можно изменять параметры, да, то есть как будет тайлиться, то есть растягиваться или сужаться текстура в зависимости от расстояния. Да, я сейчас, ну, наверное, не буду их менять, хотя давайте попробуем поменять. Просто сейчас оно достаточно быстро будет тормозить, А, хотя, может быть, и нет. вон видно, что-то Ну, то есть, меняется. да, сама текстура либо растягивается, либо уменьшается в зависимости от того расстояния, на котором я нахожусь. Вот. Ну, давайте на примере вот скал. Где у нас тут скалы? Вот. Вот это будет видно. То есть, вот видите, с левой стороны текстура уменьшается, увеличивается и вплоть до самой, ну, до гигантской. Вот. То есть это как раз тоже один из вариантов того, как мы можем настраивать визуал, да, и как это, ну, допустим, вот так вот, да. То есть в ближайшем рассмотрении, да, ну, это вот там похоже на какую-то скалу, там какие-то камни. При этом, если бы у Мгм. нас была с вами большая какая-нибудь там гора, да, чтобы она выглядела так же, у нас с вами должен быть материал, который позволяет настраивать вот эту вот картинку, да, которая там вдалеке. Мгм. Вот. И как раз вот эти материалы собирает либо technical artist, ну, либо environment artist, если у него есть такие компетенции. Ясно. Вот. Собственно, это вот то, что про само прототипирование и программирование, да, то есть как это выглядит и зачем, и как это вообще все работает. Вот. И по поводу математики еще у нас там был вопрос, помнится. Да, То есть да. какие Что с функции математикой? нужны, да, как это все работает. На самом деле логика вся та же самая, что и в любых приложениях абсолютно. То есть те же массивы, те же переменные, да, то есть те же коллинги, дефайны и так далее, и так далее. То есть Мгм. фактически все, что вот мы используем в любой разработке, используется и здесь. Но Вот, не поэтому скажи, не какие скажи, оно сложнее, по идее, да? Все-таки компьютеры, там прикладная какая-нибудь программа, она, может быть, не выполняет столько функций, как игра. Игра там постоянные расчеты, постоянная графика. Смотри, здесь чуть по-другому. То есть то, о чем ты говоришь, делает движок. Ну да. А если мы говорим про какую-то механику, ну, допустим, механика там стрельбы из какого-нибудь автомата, да, Мгм. то есть нужно создать блюпринт, который при этом в этой механике позволяет тебе, к примеру, разрушать какой-то объект. Мгм. Да, или, допустим, вот ты стреляешь, да, и у тебя должна быть, ну, какая-то настильность, да, то есть какая-то правильная физика полета, да, к Да, примеру, да. снаряда или Расчет. пули. Ага. Да, и вот, допустим, для того, чтобы сделать там блюпринт, который реализовывает механику там большого выстрела какого-нибудь большого оружия, Ага. вот, то там, да, то есть там нужно включать баллистику, да, там нужно прописать функцию, там, ну, на самом деле очень много предустановок в самом Unreal, вот, поэтому зачастую-то это и не нужно, то есть мы пользуемся уже тем, что уже есть, и Ага. что за нас придумали, Мгм. вот, собственно, также и материалы создаются, например, да, то есть есть функции, которые, ну, эпики уже сделали, да, и их можно просто вставлять в свои материалы. Вот, и Мгм. так, собственно, всегда и делают, чтобы не делать логику с нуля.
Вот. А если мы говорим про какие-то кастомные блюпринты, да, или там кастомные механики, там пресеты, допустим, персонажа, да, или там какого-нибудь там, допустим, карабкаться по стене, да, то есть вот эти штуки, да, там уже достаточно много всего нужно будет использовать, и взаимодействие нужно достаточно много использовать, и настраивать физику взаимодействия с коллизиями объектов, да. Это как Вот. раз то самое, да, про что мы с вами еще не поговорили. Ригибади называется, или я путаю, или нет? Или Нет, это это другое? Рик. Это Рик, это скелет. Ага. А это немножко другое, это коллизии, да. Ну, давайте на примере этого же проекта покажу. И сразу же и оптимизации коснемся. То есть, допустим, у каждого проекта в сцене всегда есть коллизия. Да? Что такое коллизия? Это то, с чем может взаимодействовать игрок в Мгм. сцене. Да? То есть, допустим, ну, на примере вот, там, вот этого объекта, то есть его коллизия выглядит таким образом. Да? То есть, когда к ней подойдет игрок, он стукнется о вот, это вот этот фрейм, да? Ну, то Мгм. есть о вот эту сеточку зеленую. При этом, если мы эту сеточку с вами расширим, да, вот таким образом, то он уже вот здесь не пройдет. Да? То есть выглядит это будет, как он уперся в воздух, Ага. но пройти он сюда не сможет. Ну это Вот. постоянно в Вот играх таким используется. образом, Закрытые двери, там, да, ограниченные да, пространства. да, 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 да. Вот, это все коллизии. И как раз вот у проектов, у которых, допустим, ну там не очень большой бюджет, да, или там небольшая студия их разрабатывает, очень часто есть проблемы с этими самыми коллизиями. Ну, допустим, если я вот эту коллизию удалю, да, то персонаж сквозь нее пройдет. Ну, допустим, давайте сейчас прям сразу это и сделаем, просто чтобы вы увидели, о чем речь. Так, и включаемся. Вот, кстати, как болванка персонажа выглядит из Метакримона. И вот теперь, если мы, по идее, да, когда мы должны подойти к этой колонне, мы должны от нее отскочить, да, мы не можем пройти внутрь. Вот. Ага. А при этом мы проходим. Мгм. Вот. И То есть проходим мы коллизия именно потому, что выключена. коллизии у нее нет. Мгм. Да, да, да. Вот. При этом, если мы с вами ее вернем, да, то, естественно, ну, как бы человек через нее уже, то есть персонаж, актор, через нее уже не пройдет. Вот. То есть эти коллизии можно автоматически делать, то есть она будет рассчитываться на основе геометрии, к примеру, да, это в самом движке делается. Мгм. Вот. И теперь, если мы с вами также попытаемся пройти сквозь нее, да, мы уже сквозь нее не пройдем. Просто потому, что в ней появилась коллизия. Мгм. Вот. И таким образом, и, собственно, настраивают все объекты в сцене, в том числе и физика также настраивается, да, то есть на примере там того же моста, который вот вы видели, да, вот в одном из моих проектов, то есть там настроена коллизия таким образом, чтобы взаимодействовать друг с другом. И потом специальным физическим актором, который внутри Unreal используется, который ну, как бы слинкует эти две коллизии, и они начинают относительно друга, соответственно, работать. Да, то есть так Мгм. настраивается Мгм. физика. Вот. А, да, да. Много Вот. всего. Ну, да, да. И давайте, наверное, собственно, по урокам, да, и по каким платформам еще расскажу еще раз. Собственно, по платформам, да, это однозначно ArtStation, да, то есть если вы что-то начали в любом абсолютно направлении делать, даже там концепт-артистом просто, да, как художник, Мгм. естественно, лучше на ArtStation что-то выкладывать и иметь, собственно, свою страничку, да, то здесь безумное количество разных направлений, да, которые вы можете выбрать, ну, вот, и люди выкладывают, собственно, свои работы. Портфолио Давайте такое, да? сразу, да, посмотрим. То есть на самом ArtStation бесконечное совершенно количество проектов для, ну, собственно, из своего вдохновения, да. То есть вот, допустим, проекты скульптинга, да, то есть это сделано как раз скульптом, да, это не hard-surf моделирование, Вау. не да, да, не моделирование там обычных каких-то инструментов, машин, техники и так далее, да, то есть это делается так же, как и персонажка, да, то есть слепкой.
Вот. В нашем деле это называется скульптинг. То есть, подожди, это Вот. все сделано, нарисовано было на компе, это не то, что он слепил и сфоткал, да? Это прям... Да, 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 конечно. Ну, давайте на примере какой-нибудь красивой работы, ну, вот, допустим, Каншан, да, он тоже классная игрушка. То есть это тоже персонаж, да, то есть это модель персонажа. В модели персонажа отдельно сделана одежда, тоже в отдельном софте, Marvel's Designer, так называемый. Вот. И вот, короче, классная демонстрация там, ну, хорошей модельки. Вот. И это то, что делают скульпторы, да, то есть скульптингом. На примере хардсерф моделирования, ну, например, вот давайте вот это посмотрим, да. То есть вот это вот в чистом виде хардсерф моделинг, да, это когда мы берем какой-то объект из реальной жизни и максимально детализированно его воссоздаем. То есть все фасочки, все возможные, там, ну, здесь как еще и с анимацией, да, как раз с ригом, да, то есть вот ригинг делается не только у персонажа, но и, соответственно, у предметов, да, чтобы вот как раз вот эти вот движущиеся части, да, вот это как будто пушки, вот они тоже нормально работали, да, и с учетом физики Мгм. реальной выглядели. Вот, то есть вот, допустим, такая работа, да, то есть это вот капсерф моделирование. Есть, соответственно, концепт-артисты, да, то есть это люди, которые делают и рисуют только концепты, ну, к примеру, вот, да, что-то такое. Вот, ну, это просто иллюстрации, да, ну, вот это вот какой-то Константин, да, вот фриланс, концепт-артист. То есть вот он делает концепты, допустим, там каких-то синематика, да, какого-то, там Слушай, что-то ну это он такого, мог или и в там фотошопе нарисовать, грубо говоря, да? Это инструмент вообще, как бы, может быть, любые. мог, да, 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 мог. Поэтому, допустим, на Station есть отдельный хэштег, когда мы выкладываем работы, вот, и он так и звучит: No AI, да, то М. есть не использовал А вот, кстати говоря, искусственный как ты интеллект думаешь, в и создании. сильно поменяет это все? Может убить многие профессии, вот из тех, что мы сегодня обсуждали? Либо это такая еще долгосрочная перспектива, что и смысла нет говорить? На самом деле, я бы ответил так. За последнее время появилось достаточно много интересных ресурсов, да, в том числе и для моделинга, даже на основе фотограмметрии и просто нейронок, которые генерят там 3D-модельки по картинке. Мгм. На самом деле это можно использовать, но это можно использовать только в формате, ну, каких-то очень маленьких роликов, да, или там объектов на очень дальнем фоне, да, вот то, о чем мы говорили, Мгм. да, когда мы находимся на расстоянии там километра, да, к примеру, там, или там 500 метров. Вот, то есть чтобы детализации было не видно вообще, да, то есть сейчас, на текущий момент, использовать это в геймдеве на 100% нельзя. То Мгм. есть они все с очень плохой сеткой, они очень плохой топологией, хотя есть уже инструменты, в том числе и NVIDIA сейчас разрабатывает, насколько, если мне память не изменяет, очень крутой инструмент, который позволит нормально, с нормальной топологией объекты использовать уже прям полноценно в игровых проектах, и это, конечно, будет прорыв. Вот. И я думаю, что это нас все равно ожидает в ближайшее время. Вот. Но это не будет заменой, да, это будет, ну, неким дополнением, да, потому что ну, очень много же исследований уже проводилось на тему использования там генеративных ИИ в реальных проектах, которые там показывали, что там джуны, которые используют там каким-то образом какие-то ИИшки, они увеличивают там на 20%, допустим, да, свою эффективность. Люди, которые вообще никаким образом не были знакомы там. Да, возвращаясь к вопросу о нейросетях, сейчас как раз там мы обновляли трансляцию, я быстренько один из инструментов заюзал. И вот смотрите, на примере Трипа 3D есть такая очень хорошая нейросетка для генерации. То есть вот как раз там за пару минут, да, я вот сгенерировал вот этот миниган с максимальной детализацией, да, то есть зашел в нее, да, тут какое-то количество кредитов есть, вот, и вот такого уровня сейчас делают модельки, ну, собственно, нейросети, да, то есть, ну, вот с такого расстояния, к примеру, да, ну, вполне можно его разместить в сцене, да, и он может быть там каким-нибудь фоном, Мгм. да, но при этом, если это будет ассет, который персонаж берет в руку,
да, то, ну, вот представьте, если у вас в игре будет вот такая моделька, да. Ну, это графика уровня начала нулевых или конца 90-х, да. Да, да, условно, да. Вот. И это не значит, что, ну, как бы их нельзя использовать, да, и не нужно использовать. Нет, почему? Ее вполне можно. Вот, но вот сейчас, допустим, здесь, вот, кстати, здесь тоже есть разные варианты, для чего его использовать, да, для печати, там, в Cinema, в движок, вот здесь вот Godot, например. Вот. В Houdini как раз мы делаем весь VFX обычно. Вот, и форматы, вот про которые я говорил, да, которые унифицированы, собственно, практически во всех движках. Ну вот, и выгрузка, да, это стандартная BX, это Object, STL и JLB. Вот. Вот в этих форматах вы всегда, ну и USD тоже, вы практически всегда сможете выгрузить модель из любого совершенно 3D-пакета, вот, каким бы вы ни пользовались, и его скушает любой из движков. Мгм. Вот. Но при этом, вот, допустим, вот эту модельку, да, то есть я не знаю, как здесь показать сетку. Здесь, наверное, как-то это можно делать. Вот. Хрен его знает как. Вот. Но, ну, вот сетку он почему-то не показывает. Ага, Ну, ага. то есть, было бы интересно еще на сетку посмотреть, да, то есть, как она сделана. Потому что конкретно в Weapon артисты делают очень специализированную сетку собственно, потом под риг, под анимацию. Да, то есть, это люди, которые делают именно оружие в играх. Это тоже отдельное из направлений, да, это прям Weapon артист. Ё-моё. Вот. Еще один. Да, да, их много. А что Вот. такое Ну, то есть, ретопологизировать? Вот кнопка ретопологизировать, может, это означает сетку или это не то? это ретоп, да, то есть это количество, А, это как раз тот формат, про который я до этого рассказывал в пайплайне разработки, да, то есть когда мы делаем очень высокодетализированную модель, не такую, да, мгм. и потом из нее делаем максимально лоупольную либо мидпольную, да, то есть это с количеством, с процентным содержанием полигонов там в Мгм. 5 раз меньше, в 10 раз меньше, в 100 раз меньше и так далее. Но вот здесь можно сделать какой-то ретоп. Ну, допустим, вот для гейм-ассета, да, вот он показывает, что 3000 поликов это, в принципе, более-менее нормально. Вот. На самом деле все зависит от самого ассета. Если это серьезный ассет для AAA проекта, то, конечно, никаких 5000 поликов там не будет. Вот. Даже на лоу-поле модели. Хотя на лоу-поле может быть 5000, да. Но на полноценном, да, то есть хай-поле моделька будет содержать там, ну, 1200 полигонов, к примеру. Уф. Да, вполне может содержать. И потом из нее делаем максимальное просто количество сжатий, да, и, собственно, делаем ретопологию, да, то есть сами вручную или инструментами. Сейчас я покажу. То есть сами накидываем эти полики, да, то есть чтобы в нормальном, да, формате, то есть когда это high-poly модель, там каждый полик, он вот таким вот образом выглядит, да, то есть он прям вот очень маленький, да, то есть очень высокодетализированная модель. Вот. И потом, то есть вот каждая точечка это отдельный полигон. А в low-поле и в mid-поле модели, да, вот из этой точечки вместо там одной точечки, да, мы делаем Мгм. прям целый полигон, который, ну, собственно, в себе заключает очень-очень много поликов. Вот, и потом специальной процедурой запекания текстур мы переносим высокую детализацию с вот этой вот high-поли модели, когда где очень-очень много полигонов, на модельку, которая содержит, собственно, вот эти вот меньшее количество полигонов. При этом детализация не Мгм. теряется. Вот. То есть здесь вот, скорее всего, будет вот такой вот полигончик, да, здесь вот такой. То есть вот на полноценной модели для AAA проекта это обычно выглядит таким образом, да. И при этом все это делается так, чтобы максимально точно и красиво передать и форму, да, то есть чтобы форма не потерялась, и, соответственно, потом это все красиво текстурировалось. Вот. Но при этом вот сейчас, я не знаю, тут, наверное, ну, вряд ли он как-то что-нибудь сделает. Не, Хотя, может, и походу нет. сделает. Ну, то Походу есть, действительно. короче,
Да, таких инструментов много, вот, но на текущий момент использовать их вот просто сгенерить, да, и загрузить в движок и это использовать, но это только какие-то гиперказуальные проекты, вот, и, конечно, ни о каком реализме тут речи не идет. А еще, знаешь, Вот, они поэтому, ужасно таблички делают. Вот это же текстуры таблички, вот покажешь на этом, на рукоятке, да, и тут не видно ничего толком, то есть там какая-то размазня. То есть он, ну, текст ну, очень да, плохо пишет, какую-то ерунду вообще. Но это да. типично, да. Да, ну то есть, если мы говорим про уровень модели там того же лифта, да, который вот я демонстрировал, то есть вот этого, Мгм. да, то, естественно, такой детализации, я думаю, что нам ждать еще, ну, годика два точно, да, чтобы сгенерированные модели имели вот именно такие текстуры. Вот. И то, наверное, все равно их нужно будет дорабатывать, потому что здесь, допустим, вот то, как мы видим, как играет свет, да, вот на Мгм, этой мгм. полулакированной поверхности дерева, вот, это все настраивается в Substance Painter, да, ну, то есть очень вряд ли 3D-шный какой-то инструмент и какая-то генеративная яишка правильно, скажем так, сделает roughness, да, то есть это шероховатость, да, то есть как у нас работает сам материал, да, при воздействии света на него, да, то есть отражения, да, каким Мгм. образом передаются. Вот, поэтому я думаю, что, возвращаясь к вопросу о ИИ, да, что на самом деле еще нужно очень много времени на то, чтобы полноценно заменить там даже 3D-шников и пропс-артистов, а уж тем более там художников по текстурам, да, и texture-артистов. Поэтому переживать не нужно. Вот, но при этом, как, например, формат генерации ну, каких-то идей, да, скажем так, или там рефборда для проекта, да, потому что мы, естественно, собираем рефборд проекта до того, как его делать, да, то есть он вот таким вот образом выглядит. Сейчас еще раз продемонстрирую на примере локации, да, то есть мы с вами всегда собираем вот такой рефбордик, да, то есть, ну, Референс, на примере ага. локации мы рисуем локацию, и дальше выбираем, ищем, смотрим и подбираем по атмосфере, по цвету, по свету, по сеттингу, да, картинки, которые потом, собственно, используем в том, чтобы делать свои 3D-модели или там уровни и так далее. Вот на конкретно здесь примере, да, то есть нужно было найти там референсы подвалов каких-то, да, тоннелей, там, труб, да, и так далее. Вот. Ну, то есть, собственно, так вот это выглядит. Поэтому для вот таких вещей использовать те же тоже трипы, допустим, 3D, да, и накидать себе там 3-4 модельки каких-нибудь пушек, да, ну, в принципе, можно. Но в любом случае, если вы посмотрите там на том же ArtStation, да, или там поищите рефы в сети, вот, они все равно будут лучше, вот, чем вам сгенерит вот это вот прекрасное Нейросетка. инструмента. Так нейросетка, она, знаешь, она еще будет генерить на основе того, что в нее уже давно загрузили, будет смешивать и прочее. Там оригинальности, креативности, в общем-то, ну, ожидать тоже глупо. Оно все делает то, что уже люди сделали. Да, Поэтому здесь... да, да, абсолютно верно. Вот, поэтому еще раз, да, заканчивая ответ на вопрос, я думаю, что в ближайший год-два нас точно не заменит, да, именно вот 3D Props артистов. Хотя, ну, все может быть, но в любом случае специалистов, которые будут заниматься там интеграцией этих моделей в движок, да, Мгм. они все равно никуда не денутся. Да, Мгм. и те же там тоже прототипирование моделей или локаций, или окружения, а уж тем более расстановка света, да, этого точно мы в ближайшие годы не увидим. Поэтому можно смело в этот процесс увлекаться, вот, и, собственно, использовать нейронки, в том числе и для программирования, например, да, Ну, то есть, конечно, естественно, конечно. есть огромное количество разных вариантов, которые пишут код, вот, для того же блюпринта, да, то есть зайти в чат Мгм. GPT и дать ему задачу, напиши мне код для блюпринта, там, я не знаю, э, там, персонажа, который ползет, да, там, с определенной скоростью, вот, вполне можно. Ты уже Или там используешь, да, тоже динамику открыть. пробовал уже, да? Да, Мгм. конечно, конечно. Клево. Или, допустим, там, динамику открытия шкафчика какого-нибудь, да, ну, то есть Мгм. сделать блюпринт, который там позволяет открывать и закрывать шкафы,
да, например, ну, то есть как это выглядит физически, Мгм. вот, и как это реализовывается. Да, конечно, без проблем. Клево. Слушай, ну мы обсудили практически, по-моему, все, что мы хотели вот в рамках текущей дискуссии, но не обсудили это самое такое важное, что тоже планировалось. Это все-таки перспектива геймдева у нас есть в России и за рубежом, и какие зарплаты, что по деньгам. Ну, люди, конечно же, будут интересоваться, 100%. Да, да, естественно. На самом деле про перспективы, ну, в 2025 году вообще индустрия растет, да, то Мгм. есть это действительно устойчивый такой рост, как на глобальном уровне, так и в России. Вот, но там, согласно нам, аналитическим данным разным, рынок сейчас уже почти 200 миллиардов. Вот. И это там на 2 или там с чем-то процентов по сравнению с предыдущим годом выше. Вот, поэтому рынок геймдева растет. Касательно России, ну, естественно, в текущих реалиях, конечно, финансирования там какие-то большие проекты нету. Мгм. Не будем говорить про недавно вышедший проект, который собрал, мне кажется, весь хейт, который только можно. Вот. Но на самом деле меня, вот как ну, приверженца, да, этого рынка, меня все-таки радует, что хотя бы какие-то проекты выходят. Да, то есть, конечно, на мой субъективный взгляд, лучше бы ее не выпускали в таком виде, в котором вы выпустили. Вот, но при этом там прекрасная картинка, она сделана на Unreal, да, и, в принципе, ну вот Environment Artist там поработал очень неплохо, и Look Dev Artist там поработал неплохо. Давай только уточним, что это что за игра, а то мы как это. Можно да, у тебя? Но А я про что нет? смуту. Ну да. Я про смуту говорю. Вот. И да, можно посмотреть, почитать отзывы вообще, как она играется и что это такое. И вот, но у нее был, ну, в рамках там AAA разработок, конечно, смешной бюджет, да, но для российского геймдева бюджет очень большой. Мгм. Вот. И на самом деле, ну, опять же, на мой субъективный взгляд, да, то, что она вообще вышла, это круто. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы этих игр было побольше, и не таких, естественно, нормальных, вот, но чтобы все-таки они были от нормальных российских студий и не мобильный геймдев, потому что тоже отвечая на вопрос, что сейчас по другим направлениям, да, конечно, мобильный геймдев развивается, но там шлака, наверное, 95%. Вот, Это то есть точно. там да, там все монетизация, там вот это вот за ручку тебя ведущий там Да, да. помощник, да, и потыкай сюда, тыкни сюда, Мгм. построй лесопилку, да, там и все прочее, да, то есть на самом деле это очень грустно, с одной стороны, с другой стороны, наверное, и нормально, да, потому что все равно деньги как-то зарабатывать нужно, и, конечно, небольшие инди-студии, ну, им гораздо проще выпустить там 30-40 проектов на Unity, да, которые там будут просто там не Souls-like даже, да, а просто там какой-нибудь кликер, вот, да, или там бонус какой-нибудь, и при этом там на кастомизированных каких-нибудь или там на каких-то скиллах внутренних, да, или какой-нибудь энергии, да, заработать себе денег, вот, за Ну, покупки. да, Поэтому я, к да, сожалению, это видел, этот рынок развивается. у меня друг тоже занимается геймдевом, ну, в плане того, что он системный аналитик, вот, и у него там компания, я, честно говоря, не помню название, да и не суть, она клепает эти игры только так, то есть они там их тестируют, разрабатывают, но все эти игры, они все однотипные, и вся задача, я так понимаю, это, конечно же, просто раскрутить на покупки в игре. Вот. И что самое удивительное для меня, вот, Кирилл, не знаю, как ты, удивляешься этому, нет, но большинство людей с этим согласны. Не знаю, вот у меня отец, допустим, такие игры берет, чтобы там, не знаю, пока сидишь на унитазе, чтобы там быстренько проклацать, допустим. Ну или просто идешь там, ну, все мы грешны, иногда хочется такое, просто быстренько поиграл и забыл.
Вот. Да, конечно, конечно. На самом деле, это тоже отдельное направление, да, потому что и монетизация в играх тоже совершенно бесконечное количество, ну, условно бесконечное, да. Но Мгм. если говорить про, ну, развитие, да, то free-to-play игр, например, ну, то есть это уже прям доказано условно, да, там британскими учеными, вот, что free-to-play игры на самом деле собирают в итоге больше бюджет за счет кастомизации, да, за счет внутренних игровых покупок и так далее. Мгм. Посмотрим даже там на CSGO, да, к примеру, да, то О, есть да. там рынок совершенно конский на самом деле этих скинов, и там скин какой-нибудь керамбита за там 30 тысяч долларов, да, это, ну, это нормальная ситуация. Вот, поэтому, да, на самом деле, говоря про рынок мобильный, да, действительно проектов очень мало, и это всегда, практически всегда только Unity, Мгм. да, и, да, шлака там максимальное количество. В российском геймдеве, ну, за последнее время, вот за исключением вот этой смуты, о которой мы говорили, ну, наверное, я вот, наверное, не назову каких-то супер крутых проектов, вот, за исключением, наверное, ну, Atomic Heart, да, вот за последнее Вот, время да, это кстати, я такой, не играл, но что-то, говорит, хорошее. это да, это совершенно потрясающий проект, такой ложка меда, да, в бочке дегтя, вот, потому что там отлично все, да, там прекрасный левел дизайн, там прекрасный environment, там прекрасный нативный совершенно интерфейс, вот, там шикарный сторителлинг, да, и вообще весь нарратив, он собран очень круто. Мгм. Вот. И вот лучше бы таких игр было побольше. Да, причем, Вот. знаешь, ну, мы тоже с тобой так за кадром обсуждали, что вот раньше, опять не будем, раньше было, но тем не менее, почему-то раньше игры, допустим, ходилки-бродилки, вообще как жанр, по-моему, умер. Point and click, да, допустим, там Петька Василий Иванович какой-нибудь, да, условно говоря, и подобные им игры, их же было огромное количество, и все вспоминаются с теплотой, потому что они были реально, ну, приятные какие-то, что-то в них было такое интересное. И в них не было вот этого, да, опять же, способа заработка, никакой монетизации, как купил один раз диск и все. И что-то случилось Да, в переходе с инди-разработки такой полуподпольной в большие студии, и что-то сломалось, короче говоря. Ну, да, на самом деле тут еще такая тема, что в последнее время все переходят вот как раз на такую более реалистичную, скажем так, модель, да, и выпускают игры, ну, зачастую в реализме. Вот, а на мгм, самом-то деле есть куча других очень классных сеттингов, да, и на самом деле вот те самые старые игры, про которые мы так тепло вспоминаем, это как раз работа, ну, за счет того, что не было тогда таких технологий, да, как сейчас того же PBR, про который мы говорили, да, мгм, то есть все игры брали как раз либо какой-то механикой новой, да, мгм, либо сюжетом, либо нарративом. мгм, мгм, И как раз вот сейчас этого очень сильно не хватает в играх, да, потому что ну, профессионалов появилось достаточно много, да, которые могут реализовать в том же движке, да, какие-то вещи, но при этом написать красивую историю, да, снять классный синематик, ну, сейчас, ладно, уже могут, но, допустим, написать крутой сюжет, и там ну, то есть сюжет самой игры, да, этого сейчас очень немного. И да, как раз вот такие проекты, как Atomic Heart, они очень так цепляют именно тем, что там красивая не только картинка, но и сам сюжет. мгм, Вот. И, допустим, вот буквально недавно вышло новое обновление, новая глава, да, скажем так, как раз вот под Atomic Heart, не помню, как она называется, но я сам не играл еще в нее. Вот. мгм, Но люди совершенно в восторге, потому что им хочется узнать, чем, собственно, закончилась история, да, или там развитие, продолжение истории. Вот, поэтому вот это круто. И, конечно, когда в играх есть полноценный сюжетник, да, и концептер, который это может красиво отрисовать, и, собственно, дальше 3D-шник, который это реализовать, мгм. получаются классные игры. Да, да. Живем с надеждой в будущее и в то же время прикладываем к этому, вот, Кирилл непосредственно к этому руку прикладывает. Я надеюсь, что смогу приложить. Кстати говоря, не знаю, Конечно.
Не знаю, будешь ли ты рекламировать свои услуги, но вот если ты хочешь, чтобы к тебе ученики приходили, можешь, собственно говоря, сказать. Спасибо, Дим. Не, на самом деле, да я не думаю, что прям нужна какая-то прям супер реклама. Да, я веду как ментор, веду начинающих 3D-художников по разным направлениям, да, по пропс-артисту, по левел-дизайну, по environment. Поэтому, да, конечно, пишите. Чем больше людей, которые будут вовлечены в этот процесс и делать все правильно, да, Мгм. и начинать правильно, не тратя там большое количество времени на там, несчастный пончик какой-нибудь в блендере, да, тем, конечно, лучше. Вот. Но Точно, я, тоже с естественно, не пончика сейчас претендую. начинается, да, я вспомнил, да. Да. Я не претендую там на какого-то супер профи сферы, естественно, нет, но я уже собрал достаточно компетенций для того, чтобы быть генералистом в нескольких проектах. Вот один из которых демонстрировал, поэтому мне кажется, что я могу достаточно много всего и рассказать, показать и объяснить, да, чтобы, ну, как минимум, дойти до такого же уровня. Мгм, супер. Слушай, собственно говоря, о деньгах не поговорили в том плане, что может человек ожидать в этой сфере, какие вообще зарплаты, сравнимо там с Да. программированием, с IT в целом. Давайте расскажу. Ну, собственно, на самом деле вилка по зарплатам очень разнится от студии, потому что тот же пропсовик, он в одной студии может получать условных там $500, да, а в Мгм, другой студии может получать полторы. мгм, Опять же, все зависит от того, в какой стране, да, эта студия расположена. Если мы говорим про российский геймдев, да, то режем в пополам. Если мы мгм, говорим про иностранные студии, то, естественно, там ценник начинается, там, ну, даже на простейшего пропсовика, ну, условно, от $1000. Да, то есть мгм. вполне можно зарабатывать такие деньги, и это, скажем так, такой entire level, ну, вот, entire start, прошу прощения. Если говорить про серьезных VFX-еров, да, про которых мы с вами тоже говорили, то там ценники 4, 5, 6 вполне могут быть на серьезных больших проектах, тем более обычно у этих людей проектов несколько. Тоже вполне такое может быть. Художники по окружению, ну, зачастую они же левел-дизайнеры или там какой-нибудь mid-level артист может получать вполне 2-2,5, да, Мгм. может при наличии соответствующих компетенций, да, да, конечно. Ну, то есть Если не говорить про супер крутые программ. зарплаты, конечно, я так понимаю, но в том плане, что сравнимо с тестированием, с другими, как бы, Вполне, да, да. вполне, да. Ну и плюс ко всему, если говорить про большие студии, да, и, кстати, про разработку мы с вами не поговорили, да, еще, что на самом деле это в студиях, естественно, используют распределенную разработку, да. Сейчас еще, наверное, GitHub? последнее, что покажу, да, то есть я вот в своей разработке, например, тоже пользуюсь Git'ом, да, то есть это и не централизованная разработка, да, в том числе. То есть все тоже на коммитах, да, Мгм. и ну их тоже достаточно много, да, вот в каком-то бранче я работаю, и тут достаточно много всяких коммитов, то есть я это А что он, делаю смотри, лично этот для комит себя. включает? Он включает в себе какой-то хэш и все, да? Или он сам файл, окей, весь сам файл включает. Ага. Да, здесь прописываются те изменения, которые были внесены, да, ну, на Мгм. этапе кода самого, и, собственно, то, что мы в коммите прописываем, да, но мы об этом не говорили, да, но, наверное, в следующих выпусках Да, поговорим, можем обсудить. если это будет интересно. То есть, да, конечно, используют гид, в инди-разработке это почти всегда гид, в серьезных проектах это Perforce, да, то есть это все, что касается распределенной разработки, все на коммитах, все на бранчах, конечно, да, все по классике. Мгм. Слушай, а как вообще процесс интервью выглядит в геймдев компанию? Скажем, я пропсовик, у меня есть какое-то портфолио, я что-то там делал, я прихожу, и что меня спрашивают? Вот у программиста будут там код попросят написать. А что у Да, пропсовика? здесь все начинается, собственно, с того, что сначала мы выходим на диалог с рекрутером, да, то есть мы обсуждаем там возможные всякие варианты развития Мгм. совместного, да, и партнерства. И далее, если там этот этап проходит нормально, да, опять же, в разных студиях по-разному, да, где-то этого интервью первого может вообще не быть, да, то есть все может быть только в текстовом формате.
Вот. Но если оно есть, если оно проходит хорошо, то следующий этап это практически, ну, в 90% случаев это тестовое задание. Да, если, ну, если не говорить про то, что там у человека есть какой-то выпущенный уже тайтл, да, ну, это про, не про новичка, да, Мгм. вот, то дается тестовое задание с определенным совершенно четким ТЗ, ну, должно быть так, да, Ну, то есть понятно. лучше В не идеале. сотрудничать с теми студиями, да, которые этого не делают или которые тесты выдают кривое. Вот. Потому что непонятно, что потом дальше будет, да, в разработке. Ага. Поэтому, да, дается тестовое задание, собственно, ты его выполняешь настолько хорошо, насколько можешь, естественно, уложившись в дедлайн, да, который, собственно, тебе поставили. И дальше, если все хорошо, да, то переходит новый этап в формат обсуждения уже с самой вилки. Мгм. Вот, и если все хорошо, интегрируют в команду, ну, то есть рассказывают про как раз, допустим, распределенную разработку, да, чем пользуются, подключают к репозиторию гита, например, да, если на гите работают. Вот, интегрируют во все там дискорды, да, и там еще куда-нибудь, да, где работают, и, собственно, начинается работа, да, там с каким-то ну, испытательным сроком, вот, начинаешь работать. Но сейчас, на самом деле, очень, ну, такая большая проблема именно с российскими разработчиками, с российскими 3D-шниками, потому что, конечно, нужно иметь счета в зарубежных банках, Ну да, да, нужно да. иметь какой-то ну, там, карточку условную, да, или там хотя бы PayPal какой-нибудь, да, чтобы получать, собственно, эти деньги за свои услуги. Вот, поэтому, ну, естественно, в российском гендере все проще, да, то есть все работает на наших карточках, там, да, на наших банках и так далее. Вот, зарубежных, и в том числе и фриланс, да, мы тоже про него не поговорили, и про там 3DD, и про стоки, вот, но это, наверное, следующий этап. Ну да, тема Вот. обширная, наверное. Да, вот, то есть на самом деле, если поставить перед собой цель, ну, то есть вот это тоже практически во всех интервью говорят, и в том числе и AAA разработчики, да, что если поставить перед собой цель, то в индустрию войдешь. Мгм. Да, пройдет достаточно много времени, ни в коем случае нельзя оставаться, нельзя останавливаться, то есть нужно работу делать в стол, да, в портфолио, естественно, взаимодействие с комьюнити, да, то есть это там LinkedIn, это профильные чаты, там тот же там Twitter, Insta, да, Телега и так далее. Вот, это все очень работает. И участие в джемах в том числе, да, то есть на том же LinkedIn, например, очень часто компании публикуют разные джемы. Это М. когда есть, ну, некая разработка, да, или там какая-то задача, которую решает там определенный круг лиц, да, в которые люди собираются и совместно ведут какую-то разработку. Вот, и потом студии выбирают там хорошие проекты, да, и могут уже ну, каким-то образом заключать какие-то партнерские соглашения с теми людьми, которые эти проекты делали. Вот. Мгм. Мгм. Так что на самом деле это все реально, даже вот на своем примере. Вот, поэтому надо приложить достаточно много усилий. Очень часто захочется закончить, удалить, уничтожить вообще все, что здесь происходит, потому что ничего не получается, ничего не работает, ничего не компилируется. Вот. Но на самом деле все зависит от вашего внутреннего энтузиазма. Вот, и желание. Если действительно есть желание погружаться в эту сферу, то все получится. Вот так вот. Собственно говоря, очень оптимистичные слова, хорошие, как раз под конец нашего выпуска, знаешь. Я бы что хотел сказать. Да, друзья, сфера интересная. Я думаю, многие из вас играют в игры или играли когда-то, потому что многие почему-то забросили. Так вот, не забрасывайтесь, это прям вам нравится. У меня такие периоды были с играми, что я забрасывал, потом снова возвращался и понимал, что мне это интересно, но как бы хочется познакомиться с этим уже и с внутренней стороны, то есть залезть и посмотреть, что там происходит. Пишите комментарии, пожалуйста. Вот Кириллу также у него есть канал, он там выкладывает ролики. И прям очень заморачивается этими роликами, прям активно монтирует. Я не знаю, я столько не заморачиваюсь, прям молодец. Вот, так что ставьте лайк обязательно, переходите на канал Кирилла. Надеюсь, вам было интересно. Пишите вопросы и всего хорошего. Пока-пока. Спасибо. Пока-пока.